Да уж, такое в жизни тоже бывает, пацаны. От М3 осталась небольшая лужица масла. Я не знаю, что это. Спросите, а что произошло? Ну, такая немного странная жизненная ситуация у меня произошла. Но М3 больше нет. Я даже не знаю, как это вкратце рассказать. Я просто вызвался помочь другу, или даже не знаю, как теперь его называть. Кенту, короче, вызвался помочь. Ему нужна была некая сумма. Я решил, что надо ему помочь, потому что этот человек в свое время мне тоже помогал. Но помог я ему не своими деньгами, так как у меня не было такой суммы. Да и вообще меня, короче, никто не просил помогать. Я сам такой, типа, блин, давай, конечно, помогу. И сам занял эту сумму у своего друга. И спросил, на какой срок вообще нужна сумма. Мне сказали на месяц. Прошло уже на сегодняшний день. Вот даже боюсь считать сколько. Ну, короче, больше месяца далеко прошло. И, естественно, чтобы на мне не было никаких долгов, я рассчитался со своим другом, но пожертвовал М3, которая не так уж и легко далась мне здесь, в другом городе. И как будто бы я вызвался помочь человеку в то время, когда сам нуждаюсь в помощи. Но на самом деле история очень длинная, очень странная, очень непонятная по сей день. По сей день ни копейки мне никто не вернул. Мне кажется, это интересная тема в целом для обсуждения. Я с удовольствием готов рассказать вообще всю историю, потому что эта история длится еще с 21 года. И мне кажется, это была бы отличная тема, отличный повод собраться на Твиче. Мы с Никитосом там уже настроили Twitch трансляции, так что залетайте. Я думаю, что после выхода этого эпизода, там через пару дней, соберемся обсудить. Конечно же, ни в коем случае я не хочу там строить из себя жертву, но очень хочется поделиться этой историей. Может быть, кто-то не попадет в такую ситуацию, как я. Может быть, у кого-то была такая ситуация. Понятно, что развод и то, как людей кидают на деньги, там есть и суперкосмические суммы. У меня, слава богу, не так все печально, но тем не менее не очень приятно, если честно. И обидно больше даже не за тачку, не за бабки, а просто за людское отношение, что я вызвался помочь, даже не своими средствами. Вот за это больше обидно. Деньги-то заработаем, тачки купим по-любому. Время еще точно у нас жизненное есть. Но, походу, придется начать весь свой путь заново, потому что, по сути, все, что я смог заработать почти за год в Дубае, у меня исчезло. Жестко минусанул, короче. Так что придется заново пройти этот путь. Сегодня мой сосед Довик выцепил очень интересную машину. И сегодня мы что-нибудь с ней поснимаем. Сейчас покажу, что за машина. Вот она, серого цвета. На юбилейных значках с завода. Но звука по-прежнему. Она, короче, плюс-минус так же, как и предыдущая М2, но чуть-чуть поприкольней. У нее появилась какая-то отсечка. Здесь у нее тоже зазор появился. И еще, я не знаю, что вот это такое. Неужели это докатка? Прям вот так на весь багажник. Ну как тебе вообще, удобно? Комфортно в ней сидится? Она более комфортная, да, каждый день. Чем? Предыдущая М2. Так. Ну, драйв не тот чуть-чуть. Он другой. Другой. Драйв есть другом. Ну мы разберемся сегодня. Все. Вот она, вот она. 92-я школа, 8 В. Вот эта машина, да, была в свое время? Не, и счастье. Да? Не, я от ней кайфую. Skambien, bet nu, kas kalbės su juos, Simonas tada turi kalbėti su juos. Полетела, полетела.
Блин, не знаю, почему-то все время хочется показывать ее заднюю часть. Вот прям все время. Я даже обратил внимание, я на телефон, там какие-то просто спонтанные фотографии, все сзади. Все-таки морда, конечно, у нее просто есть. Ну и на этом тоже спасибо, что она хотя бы не гибридная. Что еще? Я ничего не буду. Мне банана хватит. Без банан в пакете. Это М-пакет. М-пакет, понял. Значит, наблюдение с Довиком. Здесь пропало здесь дофига кнопок. Здесь было раньше типа радио 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, переключатель и отдельно климат. Климат теперь ты должен включать только с сенсором, вот так на ходу. Не очень удобно, если честно. Но Довик расстроился, что пропали цифры, потому что в эти цифры можно было программировать какой-то быстрый доступ, типа там давление шин. Ты программируешь в цифру 1, зажимаешь ее, правильно же? Да. И у тебя высвечивается сразу меню давления шин. То есть не надо там искать ее в меню, что-то там лазить. А здесь меню еще сложнее. Ну, пока что для нас оно сложнее. Может быть, конечно, оно и удобное, но точно непривычное. Дрифт, анализ. Да. Но мы же затестим все. И Довик говорит, что, скорее всего, они это все убрали из-за безопасности, чтобы пользоваться голосовым управлением. Show me the tire pressure. Show me the tire pressure. Или он не настроен, может быть, вообще этот, потому что же надо его настраивать. Под свой голос? Да, под свой Реально? голос. Да. Естественно, остался весь этот мягкий пластик. Здесь его сделали с какими-то узорами. Ну, в общем, все двери, это чистый голый пластик. Ну, такой около мягкий голый пластик. А у нас машина с карбон-пакетом в салоне. То есть у нас вот это карбон, руль карбон и вот это карбон. И все. Ковшей нет. Обычные сидушки. Но вот как тебе сидится, брат? Ну, они удобные. Ну, пойдет. Просто удобные. Но да. ковши было бы вообще идеально. Да. В этой Я машине. бы ковши взял. Да. Вот это все меню, мне кажется, оно такое же, как в М4, в М3 в новых. Все настройки типа M-мод. Также есть Road, Track. В спорте прикольно менюха меняется. Круиз-контроль выключен. Ой, извини, пожалуйста. Есть круиз-контроль, даже адаптивный. Да. Она держит дистанцию. Для М2 это как бы считается круто, потому что двойка это типа Б-класс, и также добавили проекцию. Я ж пипец как кайфую с вот этих вот подстаканников в М3, которые выезжают. Да. И я только со временем понял, почему их убрали. Хочешь, расскажу? Ну, во-первых, потому что это отдельный механизм, который нужно производить. Естественно, сделать дырку в торпеде намного проще. Но я реально понял, что не только в этом проблема. Из-за того, что у тебя в М3 E92 подстаканники только тут и тут, а здесь у тебя просто пепельничка, у тебя реально, ну, кроме стаканов и бутылок, ты ничего не можешь никуда положить. Тебе некуда положить тот же там телефон, что-то на секунду. У тебя нет здесь кармашка. И благодаря тому, что они убрали вот эти вот выездные подстаканники и сделали вот такие, теперь это еще и как бардачок. Как тебе мой феномен? Я думаю, что их убрали, потому что они ломаются. Ну и это тоже, да. Длинные люди всегда коленями их сносили. Но мне именно нравился этот механизм, что оно выезжает. Это прям прикольно. Но я понял, что все-таки разница есть в комфорте. Ну, пинается, да, что-то делает. Как будто на 10. Да. У нас почему-то ДКТ говорят. Она стала более какая-то комфортная, более такая обычная. Она Да, быстрая, да. но она Да, быстрая. в остальном она типа стала прям 330-я BMW, комфортная, такая мягкая, переключение, автомат. Ну да, он быстро щелкает, но быстро едет. Но в остальном она такая вся аккуратная. И вот эти вот пинки на переключениях, мне кажется, их сделали искусственно.
Да, да. Потому что автомат, почему он же вряд ли должен пинаться так. В общем, мы с Довиком приехали на край земли. Вот это уже океан. То есть там, где Дубай, с другой стороны полуострова получается, там залив из океана, Персидский. А здесь это уже именно открытый океан. Такое у нас мини-путешествие. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Starline, брат, автозапуск поставил, что ли? А ты не знаешь, что это? Вот это я уже понимаю. Вот это уже порядочно. Кстати, недорого. Сколько стоит, брат, стейк? Вагю стейк 150. Реально? Вагю. А Это тот дорого. 70. 70 нормально. А то рибай. Все, вот этот нормально. В городе 2 раза больше будет. Ну, согласен. Так, я хотел показать, где мы вообще находимся. Вот. Вот это все залив. А мы сейчас со стороны уже открытого океана, получается. На таком своем каком-то полуострове катаемся тут туда-сюда. Круто. Получили с Алинкой аккредитацию на Gulf History, какой-то ежегодный фестиваль. Мы сегодня увидим и услышим тачки, которые, скорее всего, с каждым годом вероятность услышать или увидеть их все меньше, потому что это очень взрослые машины, взрослые гоночные машины, которые, как правило, с каждым, не знаю, годом все меньше выезжают куда-либо и просто где-то стоят. Еще на эти выходные я одолжил у товарища объектив Ширик 16-35 F4. Это мечта, это то, чего мне не хватает. F4, конечно, не предел мечтаний, но то, что он 16, в общем, сейчас я его надену, будем тестить. Потихоньку буду рассказывать про оборудование, потому что часто спрашивают, что там, чем пользуешься, на что снимаешь. Надо бы найти что-то новенькое. Вау! Вы тоже это видите? Сколько их тут! Просто огромный выбор новых шин на Авито. Как приятно, что все, что есть в выдаче, идеально мне подходит. Осталось выбрать именно те, которые я хочу. О, это походу то, что надо. Ниже рыночной цены, а выглядят классно. Берем. Ищи новые шины на Авито. Подробная информация по ссылке в описании. А мы продолжаем. Просто с ума сойти, какое колесо широченное. Насколько тут вообще небезопасно, конечно, сидеть. Как пацаны раньше гоняли, жесть вообще. С каждым поколением машины становились больше. Сейчас актуальная формула вообще длиннючая. Да, тут вот уже 90-е года. Болит сильно больше. Судя по всей суете вокруг тачек, их сюда реально привезли не просто, чтобы они постояли. На них будут кататься. Это же с ума сойти. Так по асфальту чисто прошкреб.
Так, тут у нас пацаны с закрытыми колесами собрались. Блин, это же вообще, это же GT40 Ford, как из Ford против Ferrari. Офигеть. Максимально трушно и максимально небезопасно все выглядит. Такое узкое колесо и такое вся в этих шинных червяках. Так необычно выглядит. Лиманс 60-е. Ну, это тоже лиманская тачка, оказывается. Я и не знал. Чё по центр гайки? Все так технически топорно и просто собрано. О, это же Салим или нет? А, это Мюслер. О, Мюслер, я на таком Форзе катался. Крутая тачка. Офигеть, она вся из карбона. Пацаны с Форзы по-любому узнают эту машину. Вау. Вот это, походу, мой топ сегодняшнего дня. 996 RS. Лиман, 2003 год. Пипец, она широкая. На BBS-ах, на центр гайки. Ливрея Red Bull. Кайф. Вот это прям стиль такой трушный. Нет, тут, конечно, все бешеный стиль, но 996. Кайф. На широких арках. На форточках. Все как надо. Пока что топ-1. Салин, помните, мы встречали уже, только он был стоковый. Кстати, тоже здесь, в автодроме где-то, на автодроме. О, это лиманский Салин. Porsche 90-го года. Чисто под лиман машина. О, на мотейке катают пацаны. Просто представьте, вот так вот вы подходите, видите вот эту тачку, садитесь в нее и вот с пацанами в команде 24 часа дубасите на ней. Но больше, конечно, удивляет, как пацаны дубасили 300 км в час в поворот вот в этих вот тачках. Там ты все равно более-менее как бы в безопасности, хоть в какой-то капсуле, а тут ты полностью открыт. Чисто шлемом закрыт и все. Это реально были психопаты. Прям реально отбитые пацаны, кто на них гонял. Еще и побеждал, еще и обгонял, еще и... Вот как по мне, вот это поколение Формулы-1 в 90-х самое пропорциональное. Сейчас ее соберут, я покажу. Вот она как будто выглядит как должна. По габаритам, по размерам, ну и по мотору в то время. Вот, Ferrari 643 91 года. The gearbox changing. Is the original? Так, сейчас попробую понять. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 сюда, 6 туда. Такого на улице я еще не встречал. Кёнигсек. Он слишком молод для этой тусовки. С ума сойти.
трека по точкам. Снимаем. Здесь, если честно, раз уж тема за объективы пошла, здесь нужен прям хороший зум, хороший телевик какой-нибудь. Потому что моего объектива не хватает. Представляешь, что нас с тобой еще не было, а эти машины уже гонялись? Да. Пипец, Я нет? представляю, что я столько раз ездил по этому треку в симуляторе и никогда не видел этот поворот. Ну, типа, он реально, стрёмный, короче. Ну да, он с перепадом. Тут весь трек с перепадами. Чисто звук, без всяких Евро-2, катализаторов, резонаторов. Все естественное, все простое, все воняет жутко бензом. Все вот как и должно быть. Ну что, я впервые вблизи к такой машине. Я, конечно, видел тут такую в автосалонах, во всяких, с гиперкарами. Но вот так на улице вживую невероятно просто. Так она красиво собрана, без каких-либо косяков, зазоров. Очень красивый фонарь. Вся из карбона, даже диски карбоновые. Офигеть, на гиперкар Гиперкарович. И он даже не заклеен в бронепленку. Но, скорее всего, на нем особо и не ездят. Пипец, как рад, что за последнее время услышал звук актуальной Формулы-1 и еще и увидел старые болиды, которые когда-то выступали. Но вот этот просто топ-1 среди болидов на сегодняшний день. Вот его собрали. Супер красивый, красный, пропорциональный. Такой, как должен быть. Руль маленький такой. Сиденья вообще нет. Я бы точно здесь не поместился. Что говорить? Тема с М2 снова не раскрыта. И раскроется она только со временем. Сколько фанатов у F-серии только сейчас появилось. Раньше там в Ростове было 2 машины, сейчас я даже не знаю сколько. И так по всем городам F-серия сейчас в бешеном пике популярности. Когда на замену этой машине придет что-то новое, что-то гибридное, все начнут ценить G-серию. Конечно. Такой вот круговорот машин. Со временем, по-любому всем она понравится, потому что это крутейшая машина, заднеприводная, мощная, еще и на механике доступна. Что еще надо? Да, она может выглядеть спорно, но в ней это не самое главное. Нужно, конечно, раскрыть весь ее потенциал где-нибудь у нас на левом берегу. О, Довик, что, машину сломал, блин? Пипец, как так? И с этой стороны тоже. Тоже не держится? Да, видишь? Да, вот. Ну, вот брат, что ты так, хотел? да? Ну, это 23-й год BMW, это ж не E34. Да, это поэтому... не E92. Не E92, да, это ж уже такая лего-машинка. Вот что самое главное в этой машине. S58. Самый современный, самый крутой, самый надежный мотор от BMW на сегодняшний день. Потенциально, да. За сколько зашили одну М2, вроде США, на 700 сил? 700 с чем-то, да, я видел. 750? Да. Прикинь, у тебя двойка на 700 сил на механике. Ошалеть же можно. Прикинь, что это вообще? Просто снаряд. Блин, ну вот это вот как-то странно все выглядит, нет? Вся изолента болтается. Вообще пусто. Да, реально. А, блин, все равно. Пусть все так, я все равно доверяю этому мотору. Если S55 крутой оказался. Это точно. Правда, можешь погазовать на месте? Вот прям до отсечки. Прям подержать. Вот так, чтобы она поделала. Вот эта отсечка прям прикольно. Да.
Да, кайф. Вот этого не хватает, да, на S55-м? Отсечка вот эта, ты слышишь ее? И когда ты на третьей в пол едешь в буксе, она держит. Дай бог получится, может быть, там к 200-му эпизоду завладеть такой тачкой. Надеюсь, к 200-му много чего получится. Верю, что и эта машина будет стоять на Северном рядом с CS-ом. Можно, кстати, сделать под метанол. Да. Вот Прикинь, вторую, типа, если открываешь будем 1000 метанол. сил делать, то тут метанол выведем. Короче, у нас путешествие на М2 продолжается. Довик мне показал просто офигенные дороги, офигенные локации. Тут можно поплавать. Блин, давай поплаваем. Никого нет. Сейчас еще закатик начнется. Романтично. Да. Да, брат, что делаешь? Брат, я в таком красивом месте, ты просто офигел бы. Мы на М2 катаемся. Не завидуй. Блин, пипец красиво, офигеть. Топ, нет? Ну даже как будто не в Дубае. Да, горы. Такой кайф. Мы уже километров 300, наверное, проехали. А вот это как тебе? Прикольно. Да так себе, так себе. Так себе? Конечно. Понял. А где Дови? Вот он. Ё-моё. О, привет. Привет, Довик. Как ты? А, нормально, у тебя как дела? Нормально. Кошачий safety-car стоит. Это у нас Лиман 80-е. Их не так много. Капец, она низкая, конечно. Розовая стилево смотрится. Это, походу, Mazda. Ну, просто отвал башки, блин. Кстати, на эти выходные бесплатные, то есть зрители вообще могут сюда бесплатно прийти. А так вход сюда стоит что-то там 100 дирхам, по-моему. Но увидеть такие тачки за 100 дирхам точно того стоит. 100 дирхам это на сегодняшний день где-то 2000 рублей, наверное, 2-2,5. Короче, сейчас будет старт формул 70-х, я так понял, вообще стареньких пацанов. И я обратил внимание, некоторые машины, в общем, заводятся от давления воздуха. Вот у них там баллон стоит. Они прям перед тем, как ее запустить, сильно что-то куда-то дуют, и она заводится. Следующий просто от аккумулятора. Там на тележке 2 аккумулятора и стартер. Вот он в зад машины засунул там палку, которая, скорее всего, крутится и прокрутит просто мотор, и он заведется. А вот эти пацаны, они должны быть стоять вот здесь. Ну, как бы, в правильном порядке. Но они откатились назад.
И эти пацаны заводятся с толкача. Вообще по харду. Bro, can we make a photo with you? Photo with you. Yeah, sure. Where are you from? Делаем? Окей, давай. Thank you. Ебой. Пояснение. Это, как его зовут? Янова, да? Ян, да. Фильм «Гран Туризмо» про пацана, который на симуляторе выиграл какой-то чемпионат, и его команда Nissan взяла к себе в школу, в академию, Да. и посадила в настоящую машину, и он даже занял 3-е место в Лимане. Короче, очень неплохо проехал, просто пацан, который был на симуляторе. И это был именно этот пацан, по кому сняли фильм. Он здесь сейчас участвует тоже как пилот, но на самом деле просто рекомендация, если не смотрели Гран Туризмо, посмотрите, кайфанете. А Да. потом залипните на ютубе, в поисках Реальные кадры реальных про кадров, него, да. Это прям очень крутая история, и фильм «Гран Туризмо» за последнее время самый, наверное, крутой автомобильный фильм. Именно настоящий автомобильный, еще и про автоспорт. В смысле, если она настоящая, она стоит просто кучу денег. Просто кучу денег. Это настоящая. Ого. Да. Это еще переднемоторная Феррари? Какая-нибудь Берлинетта, наверное. Смотри, перчаточки, кепочка, рюкзачок, Зеркало, смотри, как стоит. зеркало. Да, холодный вкус. Да. Капот на ремешках. Офигеть. Ростовские номера у него, кстати. Ну что, не зря я выделил эту Феррари. Для всех фанатов Формулы-1 это Алан Прост. Как, да? Все топовые гонщики, они вот такого роста. Да. То есть они реально рождаются, чтобы стать гонщиками. Да. Прикинь? Да, кстати, That's got вообще. it? Yeah. Пипец, прикинь, он сейчас на каких кайфах. Он сейчас прям Просто он дома. молодость встретил. Прикинь, он сел в тачку. Свою блин. тачку. Пипец. 2000-го или какого-то там года. 91-го она, по-моему. Как он сейчас кайфанет? У меня даже у самого, короче, такая вот небольшая мандрошка. Но как она звучит идеально. Просто. Сейчас, надеюсь, запишется звук нормально. Sorry. No. Прям настоящий звук Формулы-1. Один раз в жизни это нужно слышать своими ушами. Это в смысле ты слышишь не только ушами, а Да, прям да, у тебя да. внутри все дрожит, и ты всем телом слышишь этот звук. Давай, пошел. Это пипец.
какие электрички, какие Теслы. Чё? Мотор бахнул? В смысле? Там просто вот такое облако огня и белый дым. Ой-ой-ой, а может это тормоза были? Не, оно прям, блядь, огнем загорелось. Так, блин. Прям вот нас бросил, он... Ну, какую-нибудь прокладку давануло. А я в этот момент говорю, какие Теслы, какие Тайканы, и мотор, бах. Ё-моё, что-то стрёмненько. Все, Алана привезли, все нормально. Машину не видели, но он вот он идет. Хотим с ним сфоткаться, но его все достали, блин. Thank you. Ну все, брат, на память, блин. Приятно, приятно. Да. А? Блин, он такой прикольный дедуля. Да, вот ему старость, она... Да, идет. Согласен, согласен. Автофанатов у нас на канале очень много, но не у всех есть возможность реализовывать свои идеи в жизни. Но решение есть. CCD Planet. Зимними вечерами так и хочется окунуться в теплую атмосферу эпичных заездов на наших спортивных автомобилях в компании единомышленник. Хотите раздать боком, пошашковать или заехать с кем-то по прямой? Тогда вам точно на CCD Planet. На проекте сформирован топовый автопарк, который может удовлетворить интересы любого автолюбителя. Кастомные винилы, возможность внешней и технической кастомизации. Каждый автомобиль можно настроить индивидуально под свои задачи. Постоянные сходки и выставки, где каждый может представить свою тачку в лучшем свете и пообщаться с ребятами на общие темы. Многие уже знакомы с этим проектом, поэтому самое время залететь на сервер. Проект разрабатывался с душой, поэтому я уверен, что ребята смогут развлечь вас в эти жаркие праздничные дни. Также для моих зрителей доступен промокод с приятными бонусами, которые помогут вам на старт. Игру можно скачать по ссылочке в описании. Там же будет и промокод с инструкцией по активации. Наслаждайтесь. Это на аэротюнинг ателье, да, написано? Да. Трайбверк какой-то. Трайбверк. Ты не знаешь такое? Не знаю, но у него немецкие номера. О, да, кстати. Как? Рестомод? Рестомод. Это типа Ну, что? короче, есть понятие рестомод. Это когда в старую тачку пихают современную всю. Да, Но я понял. Рестомод — это общепринятое понятие, а у паршеводов это называется бэкдейт. Бэкдейт? Бэкдейт. Как назад во время. Ну да, он на линзах. Видишь, да, линзы, скорее всего, у него есть кондиционер, нормальные тормоза. Это считается колхоз или норм? Нет, в паршекультуре это считается ответвлением как бы всей вот этой вот... Ну, то есть, типа, да. одобряется. Ну, опять же, смотря как это сделано. Но заколхозить можно все что угодно. Ну да. Но это выглядит неплохо. У него мотор 4.3. То есть это как бы современные, видимо, какие-то агрегаты, там расточенные, распиленные, увеличенный Типа объем. в его поколении не было таких моторов? Нет, там в те времена были там 3.0, 3.2, ну типа на гоночных версиях. Самое простое объяснение, что такое типа рестомод у Porsche, это есть такая компания Zinger. Да, вот это я видел. Вот они, у них стоимость там от половины миллиона долларов. Вот это, по сути, типа та же... Опять же, возможно, это, скорее всего, какая-то более дешевая версия, Да. не такая именитая контора его строила, но вот Zinger это типа номер один считается. Все, понял. Ну что, отвлечемся чуть-чуть от гоночной классики. Перенесемся обратно в актуальность, в современность. Смотрите, какую тачку купил себе Шим. Илюха Шим, фотограф. Лоу Дейли, все дела. Первая новая машина, кстати. Блин, я тебя поздравляю. Новая БРЗ-ка. Та же 86-я, но эксперты скажут, подвеска по-другому настроена. Да, это вот такой Toyota. багажник? Да. Вот так вот колесо Да, просто открыто? да. А это полноценный диск прям? Да, прям диск. Такой же, как здесь? Ну, нормально. Короче, это не камера кар. То есть она всегда такая. Ты можешь выбрать только механику или автомат. Ага. Здесь, естественно, у нас механика. Так, конечно, я бы хотел, наверное, красную. Но красную нужно было ждать что-то типа 7 месяцев. Красная Subaru есть? Да, есть красная и белая еще остается, 4 цвета. У Toyota поприкольнее палитра, там есть голубые, оранжевые, тоже такие симпатичные. Но Toyota тут нет именно этих новых. Официально Toyota сюда пока не 86-х. привозят. Есть на вторичке они там, ну, Привезенки. Привезенки с аукционов, скорее всего. Не, ну порядочек, порядочек. У меня до этого была поджопная Subaru. Я готовил себя к худшему, но тут приятно удивился. Слушай, вообще уютненько. Да, и сидушки такие довольно комфортные. Но мне Замш. кажется, что ты упрешься головой Да? в потолок. Да не, нормально. Нормально? Вообще, да. CarPlay есть? Конечно. Все. Да, CarPlay.
6-ступ. Здесь есть трек-мод. Так. У тебя индикация сразу становится такая поприятнее, Ага. в отличие от обычной. Но здесь нельзя, например, переключить давление шин там из PCI в нашу привычную. Бары, да? Да, но при этом у тебя есть, допустим, русский язык в базе. О, прикольно. Здесь кстати, типа да. нельзя там настроить какие-то обложки, там стиль дизайн, но зато здесь есть, например, напоминание годовщин или дней рождений. Вот, типа список годовщин. Ты можешь добавить, чтобы ничего-то не забыть. Она обошлась ровно в 130 тысяч дирхам. На сегодняшний день это там 300 или там 3 с копейками. Короче, 3 Вообще нормально. миллиона 100 тысяч, я имею в виду. Короче, 130 надо умножить где-то на 25. да. Вот плюс-минус. такой был курс. Слушай, ну цена вообще топ. Да, за это как бы... Учитывая, если что сразу- здесь не 2-литровый 200-сильный мотор, как в GT86, это ж типа Да, здесь уже идет 2.4, 230 сил. оппозитный. Оппозитный, Оппозитный. да, Все, четырехцилиндровый. топ. Но Настоящая здесь Subaru. как бы, вот, держи камеру, она прямо рулится. Вообще нормально и звучит приятно. Но надо сделать поправочку, звучит она из колонок. А, да ладно. Ё-моё, вот это я попался. А что, БМВшники что ли? Тут Походу тоже поработали чуть-чуть. Короче, БМВшники. Хватит засовывать обман в колонки, блин. Слушай, а ручник у нее тросиковый? Да, Да? тросиковый. И он еще забавный, он так расположен, что вот прям Удобно. создан, Да, чтобы да. дергать его. Это Блин, было прикольно. Потенциал есть, короче, у машины. Это Да. прикольно. Йоу, это искусство, пацаны. Такое встретить просто невозможно. На дороге уж точно. Илюх, ну вот это то, да, то, что вот мы на автодроме обсуждали. То был типа растамот. Ну, а это здесь- что, не то? Здесь, ну, я бы сказал, это, как ты знаешь, более глобальный такой растамот. Типа Это какой кузов? 964. Это который второй, да? Нет, это... Который именно 934, который как турбо. желтый. А, как желтый. Да. А, да? Разве? А есть еще ресто этого кузова. Не-не-не, у этого один. Да блин. Я скоро выучу. Вот это типа первый, да? Ну да, это Вот это типа первый Первый, кузов. второй. Первый, второй. Да, Это такая третий, серия. четвертый. Это третий. Третий. Ладно, что ты знаешь? Я знаю, что это Singer компания Да, называется. мы тут спорили, Зингер или Сингер. Машина продается, то есть ты ее можешь заказать, она не продается готовой. В наличии нет ее, Да, короче. ты отдаешь им свой кузов. А, да? 964, То есть ты да. должен купить сначала Они тебе её Porsche. собирают. Ну, наверное, у них есть какие-то там свои кузова, которые они готовы продать уже как бы под заказ. Нет финальной стоимости, потому что зависит там от опций, которые ты себе добавишь. Но по факту есть две генерации. Первая вот такая, которая здесь стоит, как городская. Городская. Да. А есть? А вот это отдельно ништяки, это типа трековая версия. У нее другие бампера, колеса и вот этот хвост. Совсем другой. Ничего себе. Смотри, колеса BBS, да? Это турбофаны, да, называются? Это типа для вентиляции тормозов. Ну, это стенсеры, да, брат, любят? Да, любят такую штуку. А у него мотор 3.8, Ну, это какой-то современный поршевский. турбо. Турбо. У нее ее мотор, то есть от ее от поколение. заводского поколения Ага. остался только блок. Все остальное они переделали, это их собственная разработка, порядка 700 сил. Да ладно. Но он реально, типа, на нем реально ездить вот так быстро на все Я не 700 сил? знаю. Или это просто Я как думаю, что выставочная больше конкретно- тачка? Не, на ней реально ездить. Есть кадры с Гудвуда, где ее там презентовали. Она там по треку что-то там даже каталась. Офигеть. Громкая, шумная, быстрая. Ну, а вот если я ее покупаю, она у меня по документам 23-24 год? Или вот интересно, Там да, даже если... непонятно, там я пытался найти официальную стоимость. Нет информации. А какую ты нашел? Я нашел, что типа она стоит 700 тысяч долларов. Вот именно вот такая тачка? Да. Жесть. По сути, Просто остается невероятно только красиво. Силуэт окна, даже крыша другая, посмотри, А, она ну да. другой формы. Не, Ручка, ну и наверное. жопа прям она. Ну, фонарь. Она прям узнаваемая. Фонарь Как будто и- она в каком-то в какой-то капсуле застряла. Да. Но это вот Моби Дик такой был. Да? Да. Лиманский. Да. Короче, да, это не просто обвес, это прям отдельная машина.
которая сделана на базе старого Поршака. Тут все другое, салон, Всё весь своё. материал, Всё, да. У них все, то есть каждую там молдинг, накладочку, кнопочку, даже вот там открывание, закрывание дверей они делают от себя. То есть все, грубо говоря, там чуть ли не ручная работа современных станков, машин там и так далее. Ну понятно. Центр гайка, BBS. Глянь, тут типа как в этом, в современном GT3. Это аэродинамика, продувка радиаторов. С моей точки зрения судить, мне вот это очень нравится. Да. Но я уверен, что большинство владельцев, у кого ездит суд 11, они скажут, фу, что это такое, Да. что за крокодил. Типа. Скорее всего, такую машину приобретет тот, у кого уже много таких заводских Ну да. стоковых. Ну, понятно. И есть деньги, и он захочет еще как-то выделить. То есть, по сути, эта машина стоит как два новых GT3 RS 992. Ну, примерно. Офигеть. Слушай, ну дух прям не захватывает, понял? Видно, что лепнина. Не Ну, тот может быть. цвет. Вот она должна быть вот того цвета. представь. Рыжая? Да. Видимо, рыжая уехала куда-то в другое место. А вот салон, да? У него там открытая какая-то кулиса. Открытая кулиса, только механика. Ага. Прикол. Типа, это реально вкусно. Ну да, как на Каймане, как на GT4. Карбоновый. Блин, круто. В смысле, прокатиться на такое в жизни вообще шансов нет. Я не знаю. Это... Я очень рад, что есть шанс просто Увидеть, увидеть. да, Это да, уже да. успех. Да. Выхлоп в бок, смотри, как сделан. О, это, видимо, представитель, да? Ну да, у него на кофте Зингер написано. Слушай, ну как будто есть ощущение, что в этом городе кто-то может себе ее Да. купить. Я думаю, не зря Поэтому его они, здесь да, и поставили. поставили. Блин, ладно, представь через 20 лет эту машину увидеть. Когда этих кузовов живых вообще не будет, и тут еще такая версия. Это топ.